A to Emila stoali a kaminewsie wy razkrawlenoj gastinoj. Straż plus pu ich spinam. Plazatura znova i znova возвращались мрачному посланию настения. Это еще не конец. «Ты мог это сделать?» – прошептала Мила. Артур мрачно покачал головой. Похоже, их раскладывание тайн сделано из врага, ждущего мести. Осторожно они прошли по дому в поисках до полетельных улик. Рук Артура слегка прощали, когда он понял опрокинутую книжную полку, возвращая любимые книги на их место. Он заметил, что его специальная детективная фигурка пропала с ее места. Странно. Поднявшись наверх, Артур спрокнул. Его спальня была в беспорядке, вещи разбросаны повсюду. Но его аналитический взгляд сосредоточился на чем-то еще более тревожном. «Мой дневник расследовали!» — воскликнул Артур. Он пропал. Его тщательно ведомый блокнот, содержащий все улики по делу кафе, просто исчез. Рука Мила поднялась к ее рту. Они должны были взять его, чтобы уничтожить улики против них, воскликнула она. Плечи Артура опустились, когда он осознал всю серьезность ситуации. Без этого дневника преступник может остаться на свободе. Когда Артур продолжал перебивать свою комнату, охваченный отчаянием, Мила положила руку ему на руку. «Мы найдем его, вы уверены», — сказала она. В ее глазах светилась решимость. «Помни, у тебя все еще есть самый важный инструмент поиска. Улик прямо здесь». Она ласково постучала по его голове. Артур смог видеть маленькую благодарную улыбку. С его острой памятью и несгибаемой храбростью Мила она оказывается терять надежду. Их приключения и решение тайн далеко не закончены. Но чтобы добиться успеха, им нужно было пережить опасного нового врага, прежде чем станет слишком поздно. Еще ошеломленный сломом, Артур пытался собрать свои мысли. Кто бы им совершил это, явно чувствовал угрозу от того, что он и Мия теперь знали. Но как поймать подозреваемого, который всегда кажется на шаг впереди? Мила утешительно ждала его руку. «Давай подойдем к этому, как к любой другой тайне», — сказала она уверенно. «Нам нужно взглянуть на это районно и посмотреть, какие факты у нас есть». Артур кивнул, в нем росла решимость. Сначала улики, потом паника. «Ладно, давайте составим список», — заявил он, шватая блокнот. Факт первый. Хозяйка кафе упомянула недавнее встречение, при котором ничего не было украдено. Поджигатель знал, как начал пожар, что говорит об обиде, добавила Мила. Артур быстро засевивал, и они украли ключевые улики у нас, но оставили много других ценностей. Это целенаправленно.
Uliki skvativalis z mieste Miedlina so освещая путь вперед. Артур почувствовал, как сосредотачивается знакомое аналитическое мышление взяло вверх. «Думаю, пора нам снова поговорить с хозяйкой кафе», — сказал он. Были пропущения части масла, которые только она могла плясать. Мила улыбнулась. «Вот это я понимаю. Пойдем поймаем этого мошенника». Оживленный Артур вышел за дверь со своим всегда верной подругой. Он не успокоится, пока преступник не окажется за решеткой. Игра возобновляется. С горячей решимостью Артур и Мила направились к поверженному кафе. Хозяйка увидела, подняла голову, когда молодые слишки подошли. «Уже вернулись?» — спросила она. «Я думала, вы утаете от всего совершенно волнения». «Мы полны энергии и занятны делом», — заявила Мила. Артур тут же включился в разговор. «У нас есть основания полагать, что тот, кто сначала проник сюда, может быть связан с подрогом. Не знаете ли вы кого-нибудь, кто мог бы иметь на вас зуб?» Хозяйка нахмурилась, напряженно думая. «Ну, был один парень, Джейкс Гранди. Я поймала его на попытке украсть прирождение некоторое время назад и запретила ему посещать в кафе. Ему это не понравилось». Глаза Артура закрылись, когда факты сошлись. У Гранди были связства из-за польма и мотив из-за запрета. «Не знаете ли вы, где живет Гранди?» «Я думаю, он остановился в мотеле «Синяя птица» на Орад-стрит», — ответила хозяина. Артур улыбнулся. «Туда мы и направляемся». Это был тот самый поворот, который им был нужен. Быстро направляясь к мотелю, Артур был оптимистичен в отношении того, что они могут разрыть это дело нараспашку. Гранди как-то даст маху, а когда это произойдет, два молодых свищика будет в задание. Чувство погони укорило шаги Артура. Артур и Мила прибыли в запущенный мотель «Синяя птица» на окраине города. Регистрация привлекла бы слишком много внимания. Им пришлось бы прокинуть внутрь, если они хотели обыскать комнату Гранди. «Я отвлеку управляющего, а ты ищи комнату 30, шепнула Мила. Прежде чем Артур успел возразить, она побошла и начала весело разговаривать с управляющим. Артур с восхищением покачал головой. Мила могла очаровать даже Пика своей дружелюбностью, используя момент. Он искользнул, чтобы найти комнату 30. Попробовав дверную ручку, он обнаружил, что она не заперта. Джекпот. Артур быстро вошел внутрь, оставив дверь приоткрытой. Его проницательные глаза осмотрели в беспорядке комнату. Одежда и мусор были разбросаны повсюду, но двойника не было. Шорош в ванном привлек внимание Артура. Он затаил
дышание приспущаясь. Это звучало как рассыпание бумаги. Ввиваясь в ванную, Артур застал Гранди за униточением бумаги в унитазе. Ошеломленный Гради попытался пройти мимо, но Артур переговорил ему путь. «Не так быстро, теперь мы тебя поймали», — заявил Артур. Загнанный в угол Гранди опустился по почтении, выпаливая из унитаза кусок своего граноценного дневника. Артур нашел улику. В это время прибыла Мила. Улыбаясь от того, что Артур поймал их подозреваемого, с места она раскрыли дело нараспашку. Гранди, наконец, столкнется с правосудием за своим преступлением. Чувство победы заставило Артура улыбаться от ужа по ужа. Поймав Гранди на месте преступления, Артур и Мила сопроводили его в полицейский участок, взяв с собой улики. Начальник полиции проверил отпечатки пальцев Гранди и обнаружил у него уголовное прошлое. Дело закрыто. С длительным сроком заключения хозяйка кафе могла спать спокойно, зная, что она в безопасности. Она крепко обняла Артура и Мия. «Я не знаю, как вас благодарить, вы герой в моих глазах». Артур покраснел, гордость наполняла его сердце. Настоящей наградой была справедливость. Вернувшись домой, он улыбнулся, глядя на свою беспорядочную комнату. Флом вообще не побавил его дух. Если на то пошло, это только расширяло его страсть к детективной работе. Мила игриво подарила Артуру новый дневник, на этот раз за замком. «Я подумала, тебе стоит сохранять свои блестящие теории в большей безопасности», — сказала она с улыбкой. Артур засмеялся, принимая подарок. С места два друга сидели среди организованного хаоса, обсуждая дикие идеи для своего следующего захватывающего приключения. В Свитвотере скрывалось бесконечное множество тайн, ожидающих своего раскладывания. Из мира рядом Артур знал, что это только начало. Когда солнце садилось над этой захватывающей историей поворотов и триумфов, умиротворенное спокойствие окутало Артура. Хотя неизвестные опасности могут таиться в тени, свет дружбы и справедливости всегда будет указывать путь. Страсть Артура к детективной работе и поиске истины только усилилась после этого обида. В городе Свитвотер ждут своего гладивная беспокойные тайны. Эта история может завершаться, но это лишь одна глава в продолжающихся приключениях Артура и Мила. Хотя эта конкретная тайна и раскрытый заход солнца означает конец дня, а не конец их пути. Свет дружбы и справедливости продолжит свести этих молодых детективов. Несмотря на неизвестные опасности, скрывающиеся в тени, Артур и Мила уверены, что смогут справиться с любыми новыми тайнами, которые появляются впереди. Их дух смелости и товарищества будет поддерживать их.